откуда они взялись, как жили и кем были 1,5 миллиарда лет назад. Любую биологическую историю нужно начинать с теории эволюции Дарвина. А где бы вы думали, лежат корни любой биологической идеи? У Дарвина, конечно. В 1859 году Дарвин публикует свою книгу «Происхождение видов», где формулирует свою теорию эволюции, дарвиновскую. Смотря на эту книгу, которой у меня нет, современные исследователи формулируют теорию эволюции следующим образом, выделяя основные ее черты. Происходя из одного общего предка, биологические виды меняются, эволюционируют. Причем меняются они постепенно, небольшими шажками. Меняются они путем естественного отбора. Таким образом, количество видов множится. Примерно каждый из этих 5 постулатов подвергался критике. Часть безуспешно. Эволюция все-таки существует, мы сами ее проверили на 2-м ролике на канале. Часть более успешна. Леша, при чем тут митохондрии-то, а? Ща все будет, дай расскажу. Через 100 лет, синтезируя теории наследственности, молекулярной биологии, генетики и эволюции, получилась синтетическая теория эволюции. Она не отвергала концепции, противоречащие классическому дарвинизму, но говорила, где они работают. Эта теория до сих пор эволюционирует. Понимаешь, теория эволюции эволюционирует. Важно, что дарвинская теория подразумевала медленные изменения признаков в процессе эволюции. Все это интересным образом подводит нас к биографии одного русского ученого, Константина Мережковского. Не гуглите его биографию. Мережковский был критиком дарвиновского механизма эволюции. Он не принимал естественного отбора и постепенного характера эволюции, да и общность происхождения, чего уж там. Он первым выдвинул теорию, что крупные ветви организмов могли образоваться от слияния абстрактной амебы и какой-то бактерии. Например, растения в таком виде образовались от слияния этой амебы и фотосинтезирующей бактерии. И это первое воплощение теории эндосимбиоза. Симбиоза, когда два организма не могут жить друг без друга, но эндо, внутри клетки. Мережковский видел эндосимбиоз центральным механизмом эволюции, что оказалось, конечно, некорректно. Да когда уже будут митохондрии? Что ты заладил какой-то эндосимбиоз? Да сейчас все будет, ну ты чуть-чуть подожди, камон. Ну, синтетическая теория эволюции не отвергла идею симбиоза в целом, а лишь указала на ее место, а именно для объяснения появления хлоропластов пластид, которые дают зеленый цвет, растениям и митохондрий. Все мы видели красивые рисунки митохондрий в учебнике биологии, ну там, где 2 мембраны. Но это все красивые схемы. Видели ли вы их под микроскопом? Не шмогли? Слишком маленькие? А современник Дарвина Альберт Кёликер смог увидеть в свой микроскоп в препарате мышц какие-то гранулы. Жаль, что он не зафотал, то я бы вам обязательно показал. Давайте посмотрим на современную версию того, что он видел. Это подкрашенный и очень тонко, как прошутто, нарезанный препарат мышцы. На нем можно видеть такие темные черные точечки. Это как раз те гранулы, которые должен был видеть Кёликер. А чем верхняя картинка отличается от нижней? Нижняя картинка – это замороженные образцы, а верхняя – это просто подкрашенные. Замороженные образцы выглядят лучше. Для меня все равно остается загадкой, как он мог вот это вот все рассматривать в свое-то время. У него-то и краски, наверное, не было. А где ты это самое, фигу ты это нашел? Ты видел наш список литературы? Он огромный. Я-то столько всего перелопатил, никогда в жизни столько текста не читал. Все, кстати, на английском. Однако, в конце 19 века Ричард Альтман тоже наблюдал эти гранулы, подкрашивая свои образцы. Он показал, что появление этих гранул – это не какой-то артефакт, который вызывает краситель. Понимаете, если вы добавляете какое-то серьезное химическое вещество к вашему образцу, оно само может создавать то, что вы видите. Think about it. Через полвека такое произошло и разрушило целую науку. Гуглите мезосомы.
Альтман нашел эти гранулы в замороженных образцах без всякой краски, и это доказало, что эти гранулы реально существуют, что-то, видимо, делают в клетке. Но почему имя митохондрий? Современное имя митохондриям подарил Карл Бендер примерно в то же самое время. Он сложил слова «нить» и «гранула», и получилось слово «митохондрии». Потому что они были видны под микроскопом либо как нить, либо как гранула. Мы и сами это чуть позже заметим. Сейчас мы понимаем, что это зависит от того, как порезали образец. Вообще, прогресс не стоит на месте, и те красители, которые не использовали 100 лет назад, уже почти не используются. Но я очень хочу посмотреть с вами под микроскопом на митохондрии. Что, ждете, пока в кадре появится микроскоп? У меня его нету. Но большие коллекции фотографий разных препаратов в огромном разрешении есть в сети. И большую часть времени вместо подготовки этого ролика я их просто рассматривал. Давайте посмотрим на этот замечательный препарат. Это срез тонкой кишки. То есть мы взяли какой-то кусочек ткани тонкой кишки, сделали очень-очень тонкий срез, покрасили красителем, причем красителем, который, скорее всего, использовался 100 лет назад. И те ученые, скорее всего, использовали в том числе его. Давайте же приблизим и посмотрим на клеточки. Приблизили до уровня клеток. Первое, что бросается в глаза, это какие-то черные, крупные достаточно объекты, выглядящие как шарики. Это те гранулы, которые мы ищем? Нет, не совсем. Это ядра. Ядра клеток, они достаточно крупные, что, в общем-то, ожидается. Чтобы увидеть те гранулы нити, которые мы хотим, которые видели древние ученые, но не такие уж и древние, мы должны приблизить еще сильнее. В принципе, лучше всего, если вы сами после просмотра этого видео откроете по ссылочке в описании этот образец и поиграйтесь, посмотритесь, порыскаете по нему, это будет очень полезно. Что теперь надо сделать? Ну, мы видим здесь, в принципе, отдельные клетки, какие-то их границы. И на более светлых участках должны быть заметны какие-то либо полоски, либо, как вот здесь вот, точечки, очень маленькие гранулки. Это и есть митохондрии. Это вас не убеждает, да? В принципе, это совершенно нормально. Определенная доля сомнений есть и у меня. Есть и более современные фотографии. Альберт Кёликер вообще говорил, что он видел на препаратах мышц эти гранулы. Есть современный препарат сердечной мышцы. Давайте на него посмотрим. Так, это вот большой кусочек мяса, на самом деле достаточно маленький кусочек сердечной мышцы. Давайте приблизим и увидим хоть какие-то клеточки. Он подкрашен определенным красителем, самым популярным на сегодняшний день. И здесь очень мы хорошо видим структуру ткани сердечной мышцы, это очень красиво. Темно-синим видны ядра каждой отдельной клетки, а красным уже подкрашена непосредственно цитоплазма. И вот Кёликер, по всей видимости, заметил на похожем препарате характерные гранулы. Присмотритесь, вся цитоплазма испещрена какими-то такими красными точечками, чуть более красными, чем остальная часть цитоплазмы. И вот это он отметил как митохондрии. Правда ли это митохондрии? Ну, честно, я не знаю, потому что, меня это совершенно не убеждает. Я бы сказал на этом моменте, что разрешения недостаточно для того, чтобы мы сделали какой-то основательный вывод, вообще есть ли эти митохондрии. Но это не проблема. Мне кажется, это тоже по-своему интересно. Когда господин Левенгук явил миру микроскоп, то все исследователи бросились рассматривать все, что попадалось под руку. Эти знания собирались, накапливались в ожидании великих ученых. Эти гранулы наблюдались в разных тканях, и каждый ученый давал им свои названия. Например, Бендер дал им название митохондрии, но старые названия или свои названия еще долго жили в статьях других ученых. Не все ученые принимали те гранулы, что видели, за митохондрии, даже когда их свойства уже давно были открыты. Часто движение науки кажется совершенно бессистемным, бесцельным, открытым и без правильного подхода. И это совершенно нормально. Не те гранулы нашли, выделили
И долгие эксперименты позволили дать ответы на главные вопросы. Что это? Что они делают? В итоге сложилось представление о том, что митохондрии — это структуры в клетке, ответственные за дыхание кислородом. Дыхание клетки — это как? Я думал, дышат только легкими. Но вообще дыхание — это процесс развала органики для получения энергии. Поэтому, в общем-то, митохондрии называют энергетическими станциями клетки. Кстати, именно к концу 50-х годов название и термин энергетической станции клетки было популяризовано в американском журнале Scientific American. Кто учился в МФТИ, поймет. Митохондрии помогают дышать именно кислородом, причем делают процесс дыхания суперэффективным. Если хотите ролик про дыхание, пишите об этом в комменты. Прорыв в изучении митохондрий произошел, когда научились делать фотографии в электронный микроскоп. Электронный микроскоп обходит ограничения, которые накладывает физика на свет, и дает гораздо большее увеличение. Теперь мы можем нормально рассмотреть митохондрии в деталях и узнать много нового. Это образец тоже сердечной мышцы, но снятый уже в электронный микроскоп. Он черно-белый, потому что электроны не имеют цвета. Ха-ха-ха. Мы здесь уже видим только несколько отдельных клеток и сразу какие-то структуры. Но давайте, чтобы было понятнее, покрасим этот образец. Это псевдоцвета. Они не отражают реальность, но за счет того контраста, который они делают, нам теперь гораздо приятнее смотреть на эту картинку. Синим крупные сферические структуры это ядра клеток, а вот красным цветом выбраны митохондрии. Берем какую-нибудь клеточку. Смотрите, какая тут очень интересная внутренняя структура. Есть какие-то черные гранулы. Это запасена энергия в виде сахара. Вот. Мы можем рассмотреть подробнее эти митохондрии. Они распределены как-то весьма случайно по образцу. Если обратно переключиться на серый цвет, чтобы нам цвет не мешал воспринимать именно структуру внутреннюю митохондрии, можем заметить какие-то внутренние элементы в митохондриях. Пока здесь не очень хорошо видно, но если мы взглянем на другую картинку митохондрий, мы сможем очень четко рассмотреть внутренние структуры митохондрий. Переключаемся на более четкую фотографию эукариотической клетки. Она более контрастна, и здесь мы уже можем видеть внутренние структуры митохондрий. Митохондрии прям бросаются в глаза. Но давайте для понимания сначала подкрасим опять. Опять же, митохондрии выделены красным. Это традиция. Приблизим и посмотрим на них. Сейчас вообще будет интересно. Приближаем. Здесь есть очень красивые митохондрии. Это максимальное приближение. Вот мы видим здесь митохондрию. И самое интересное, что бросается в глаза, что она ограничена двумя линиями. И каждая из этих линий — это отдельная мембрана. У митохондрий две мембраны. Более того, внутренняя мембрана, мы видим, она дает такие впячивания внутрь самой митохондрии. Мне кажется очень классным, что мы с вами прошли весь путь, который прошли биологи-экспериментаторы. Они все это время накапливали огромный пласт информации об этих удивительных структурах, митохондриях. Наверное, никто не может себе вообразить этот пласт информации. Уж точно ни в каком адекватном виде в учебниках он быть записан не может. Ключевое для нашего ролика событие произошло в 1966 году, когда Лин Маргулис она смогла соединить накопившиеся знания о митохондриях в одну теорию, наследуя уже давно забытой теории Мережковского. Что она знала? Какие именно знания? Митохондрии всегда делятся пополам и никогда не собираются с нуля. Они делятся так же, как и бактерии, простым делением. В отличие от большой клетки хозяина, они не имеют никаких Х-образных структур, которые кто-то растаскивает. Просто берут и делятся. Причем деление митохондрий происходит внутри делящейся клетки, но никак не вмешивается в этот процесс. Злые языки вообще говорят, что деление митохондрий происходит независимо от большой клетки хозяина.
Но, строго говоря, конечно, происходит под его контролем. Важно, что аппараты деления и механизмы деления у них разные. А что такое аппарат деления? Большая клетка, она должна растянуть хромосомы. Хромосомы — это вот такие Х-образные структуры, у которых там вот есть центромера, как, знаете, в прошлом ролике, и специальные микротрубочки выстраиваются по этим центральным элементам и начинают бегать друг относительно друга, чтобы их вот так вот растащить. В итоге эта вся система так вот растаскивается, ну вы, наверное, видели это в интернете, а потом уже клетка делится. А как бактериально делится? Ну, она просто в процессе своей жизни, она так берет, удлиняется, и по центру потом образуется перетяжечка. И все, такое специальное колечко. Так сжимается, бульк, все, они растащились. Очень просто. Мембраны. Мы сами разглядели две мембраны у митохондрий. Само по себе это как бы необычно, да? Но еще более необычно, что каждая из этих мембран характерна для бактерий. Внешняя мембрана содержит бактериальные же белки-поры, которые позволяют каким-то белкам цитоплазмы проходить внутрь. Внутренняя мембрана тоже уникальна своей бактериальностью. Она содержит жирок, кардиолипин, который характерен только для бактерий. Он не наблюдается в других организмах, кроме как на внутренней мембране митохондрий. Что это за кардиолипин? Почему нельзя было сказать просто жирок? Слушай, мне вообще кажется, что кардиолипин — это самое лучшее доказательство того, что митохондрии — это бактерии. Потому что, ну посмотри сам, ни у одного другого организма точно такого жирка нету. Никакой причины для того, чтобы только у митохондрий был такой жирок, нету. Это буквально наследство, которое осталось от дальнего предка бактерий. У всех современных бактерий, которые я знаю, этот жирок есть в их мембранах. Никакого другого функционального объяснения, почему конкретно этот жирок должен быть на внутренней мембране митохондрий, просто нету. Мне, как молекулярному биологу, крайне интересным кажется открытие ДНК у митохондрий за 3 года до статьи Маргулис. Оказалось, что в митохондриях наблюдаются такие же просветления, мы их, кстати, тоже могли видеть, как и у бактерий. А у бактерий эти просветления связаны с их генетическим материалом. У митохондрий есть собственная машинерия для производства белков. Чего? Собственная фабрика для производства белков. Она полностью независима от основной клетки. Вообще, Маргулис не до конца это знал, да и те знания еще были отрывочными, но давайте пораскинем мозгами. Зачем митохондриям своя фабрика по производству белков? Она и не нужна. Это остаток, наследство, рудимент с древнейших времен, с 1,5 миллиарда лет назад. Если делать того же человека с нуля, какой-нибудь разумный, идеальный дизайн, то никакая фабрика по производству белков внутри митохондриях, ее бы просто не было. Это просто глупо. Митохондрии наследуются вместе со своей ДНК. От себя я бы отметил, что у митохондрий есть свой генетический код. Он немного отличается от генетического кода самой клетки, вообще всего организма. Но для такой сильной и значимой эволюционной черты, как генетический код, такое небольшое отличие, это что-то невероятное, такое не очень часто происходило за историю жизни на Земле. То есть получается, что митохондрия — это бактерия? В начале ролика мы долго рассказывали, как развивались эволюционные идеи. Мережковский считал, что центральным механизмом эволюции является эндосимбиогенез. Ну, когда бактерия входит в амебу и появляется новый вид. Новый вид — это эволюция. Но Дарвин считал, что правильным механизмом является все-таки естественный отбор и постепенный характер вот этих вот мутаций. Маргулис же, соединив концепцию эндосимбиоза Мережковского, теорию Дарвина и последние знания, которые она имела о митохондриях, заглянула на миллиард лет в прошлое. Митохондрия была некогда свободно живущей бактерией. Эта бактерия вступила в плотный симбиоз с какой-то амебой, и спустя сотни миллионов лет этого симбиоза, когда они эволюционировали вместе и сосуществовали до той степени, что они уже потеряли возможность
жить друг без друга, она оказалась внутри этой амебы и превратилась в органеллу, которую мы знаем сейчас как митохондрию. Однако верить мне или теории просто так нельзя. Если вы усмотрели какую-то недосказанность, напишите об этом в коммент. Можно ли сделать из этих данных другой вывод? Ее концепция вписана в учебнике. Но разве это все, что можно сказать? Можно ли восстановить, что происходило тогда, более миллиарда лет назад? Кто была та первая амеба, которая вступила в эндосимбиоз? И почему? Думаете, это еще предстоит узнать? А вот и нет. Этот миллиардлетний детектив раскрывается на наших глазах. Были ли в истории дела, похожие на эндосимбиоз митохондрий? Ответ – да. Хлоропласты растений, которые зеленые и вырабатывают сахар для растений, это древние цианобактерии, которые когда-то были поглощены эукариотической клеткой. Мережковский именно на них строил свою теорию эндосимбиоза. Маргулис же с ним убедительно соглашался. Однако другие органеллы это почти всегда какие-то впячивания мембраны. Ядро могло бы иметь какое-то эндосимбиотическое происхождение, но вот незадача. Во время каждого деления оно полностью растворяется. Митохондрии так не делают. Для начала ответим на вопрос, а кто была та бактерия, которая вступила в эндосимбиоз? Это стало понятно, когда люди научились секвенировать ДНК, то есть определять ее нуклеотидную последовательность. Кстати говоря, человеческая митохондриальная ДНК это была первая какая-то осмысленная крупная часть генома человека, которая была отсеквенирована. Мы не будем смотреть на последовательность ДНК достаточно глубоко, мы не будем залезать в геномный браузер, это можете сделать вы сами, используя те знания, которые мы получили в прошлом ролике. Мы расскажем уже переработанные знания. Некогда свободно живущая бактерия сейчас представляет собой печальное зрелище. Количество генов маленькое, размер ДНК тоже очень маленький. Это общая тенденция всех организмов с определенной стратегией выживания. Выживания паразитов. Но лучше сказать симбионтов. Они отдают свои гены на аутсорс. Все эти гены перешли в ядерный геном и чувствуют себя там очень хорошо. Если у бактерий кишечника человека 3 миллиона букв последовательность ДНК, то у митохондрий всего 40 тысяч. Что осталось у самой митохондрии? Только часть генов фабрики белков и белки, которые производятся этой фабрикой. Все эти белки, они участвуют в дыхании кислородом. Тысячи других митохондриальных белков, которые необходимы для работы митохондрии, уже давно перекочевали в геном ядерный и чувствуют себя там опять же хорошо. Кстати говоря, все белки, которые все еще производятся самой митохондрией, имеют характернейшую бактериальную черту. Первой аминокислотой они имеют формилметионин вместо обычного метионина. Это характернейшая бактериальная черта. Что же это была за бактерия, которая участвовала в том самом эндосимбиозе? Это была альфа-протеобактерия. Если это название вам ничего не говорит, это нормально. Мне оно тоже ничего не говорит. Все, что, в общем-то, известно, что это крупная группа организмов, бактерий, которая объединяет такие непохожие организмы, как клубеньковые бактерии, также это и морские пелагобактерии, очень красивые. Очень интересно, еще в эту группу входят внутриклеточные эндопаразиты рикетсии. Рикетсии удивительные создания, и, возможно, это самые ближайшие родственники митохондрий. Они вызывают разного рода лихорадки, но самое, наверное, известное заболевание, которое они вызывают, сыпной тиф. Самая важная черта, которую имела древняя свободно живущая бактерия, которая потом стала митохондрией, протомитохондрия, это то, что она могла дышать кислородом. Немногие так могли, и вообще говоря, само свойство не умирать от кислорода, это не что-то, что каждая бактерия или организм имели тогда. Наука никогда не сидит на месте, всегда есть что изучать. Никакая теория не последняя. Мы можем лишь издалека взглянуть на события миллиардлетней давности, которые привели к формированию нас с вами и мира, который нас окружает.
Порядка 2,5 миллиардов лет назад цианобактерии, но они зеленые, начали вырабатывать кислород, постепенно увеличивая его концентрацию в атмосфере. В этом меняющемся мире давайте посмотрим за судьбой одного очень примечательного организма. Этот организм побаивается кислорода, впрочем, как и все. Большинство вообще вымерло. Назовем его ликой, потом поймем почему. Лика не бактерия. Лика проживает на дне океана. Что она ест, непонятно. Когда органика падает на дно океана, лика хватает ее и пытается переварить либо в свои собственные строительные блоки, либо на производство энергии. Ой, а кто это здесь? Оказывается, лика уже находится в одних очень примечательных отношениях с бактерией. Детали этих взаимоотношений запутаны, потому что всю информацию, которую мы имеем, мы ее берем из современных потомков этих самых бактерий. Лика не просто так названа. Лика — это последний общий предок всех эукариот. Last eukaryotic common ancestor. Не путать с Лукой, последним общим предком вообще всех организмов. Лика, в общем-то, и была археей. Ученые только сейчас буквально узнали, какие именно из этих архей, современно живущих, самые к нам, эукариотам, близко родственные. Ученый-фанат скандинавской культуры окрестил их локи-археями. Есть и хеймдаль-археи. Все они принадлежат одной крупной группе архей, которую мы называем Асгард-археями. Локи-археи очень сложно культивировать. До последнего времени на них вообще просто смотрели как на куски ДНК в компьютере. Стало понятно почему. Для своего роста, а растут они очень медленно, они требуют целую живую клетку другого организма, даже нескольких. Когда на них посмотрели, оказалось, что у этих архей есть такие специальные протрузии щупальца, которые могут обвивать бактерию, которая необходима им для жизни, и взаимодействовать с ней. Примерно такая картина вырисовывается для эндосимбиоза митохондрий. Древняя Асгард-архея, хозяин, и древняя альфа-протеобактерия, которая, видимо, родственна современным эндопаразитам рикетсия, друг без друга жить не могли физически. И все это происходило в условиях, когда такой высокий уровень кислорода заставлял клетки решиться либо идти на дно, где уровень кислорода низкий, и стать современными Асгард-археями, либо идти наверх к кислороду и использовать эту замечательную дышащую кислородом бактерию для своих нужд. Эволюция выбрала пойти сразу обеими путями, как она, в общем-то, и любит делать. Протомитохондрия вырабатывала кучу энергии для своего хозяина, что, видимо, и позволило ему вместе с этими митохондрией выйти в ниши экологические, где кислорода очень много, и стать в том числе нами. Неплохая стратегия, да? Эволюции понадобилось, чтобы этот обмен происходил как можно эффективнее. А как это сделать? Надо увеличить площадь поверхности. Но если у тебя два шарика и щупальцы, тебе надо как-то расширить эти щупальцы так, чтобы бактерия вошла внутрь этой локи-археи и стала современной митохондрией. Бактерия в ходе эволюции дала на целый порядок больше энергии, что и позволило размеру клеток хозяина увеличиться в размерах, да и геном тоже разросся. Это объясняет и появление всяких клеточных прибамбасов, типа ядра, которые требуют очень много энергии. За все это заплатила митохондрия. Когда митохондрия находится внутри клетки, геном ей собственный, в общем-то, и не нужен. Она может отдавать гены на аутсорс. Это и происходило все эти миллионы лет. Гены митохондрий все это время последовательно переходили в геном ядра. Это не удивительно по существу, но удивительно по факту. Почему мы думаем, что все именно было так, именно с локи-археей и протомитохондрий? Симбиозы археи и дрифт генов от симбионта внутрь генома архей обнаруживаются сейчас. Например, галоархеи, красные такие, имеют в своем геноме очень много от бактерий, но они не имеют никаких внутриклеточных органелл. Они используют всю свою мембрану
для выработки энергии. И это, возможно, какая-то альтернативная линия по сравнению с тем, чтобы иметь митохондрии. Зачем иметь какого-то внутриклеточного эндосимбионта, который еще будет иметь собственный геном и кучу мембран, если ты можешь сам стать этим симбионтом и использовать всю свою поверхность мембраны для выработки энергии. Теперь происхождение митохондрий, где бактерия вошла в клетку и там прижилась так резко и бесповоротно, уже не кажется логичным. Глупость это какая-то, эндосимбиоз Мережковского. А вот идея, что митохондрии произошли от парочки друзей, которые жить друг без друга не могли, так вот вместе эволюционировали постепенно, чтобы выйти в кислородную, очень токсичную атмосферу и занять свободные еще пока ниши, уже кажется гораздо более разумной, не правда ли? Такой постепенный, шажок за шажочком, градуальный механизм эволюции полностью соответствует классической дарвиновской теории эволюции. Что же, верьте Дарвину? Если вы чувствуете белые пятна в моем рассказе, это нормально. Много еще предстоит изучить, это изучение происходит буквально в современных статьях. Какими метаболитами обменивались Локи архея древняя и протомитохондрия. Может быть, это были какие-то газы или водород, может быть, что-то еще. Это было бы очень интересно узнать, посмотреть на химию этих процессов. Также было бы интересно узнать, как живут другие современные Асгард-археи. Мы пока знаем о них только по компьютеру, по анализу их генетических последовательностей. Но вообще-то они могут, например, иметь какие-то задатки дыхания кислородом. Это было бы очень интересно узнать. Вопросов много и, наверное, будет еще больше. Но в этом прелесть науки и научного знания. Мы всегда знаем больше, чем вчера. И эту машину науки не остановить, пока эукариоты, мы, живы.